Yes, yes, yes. Ага. И называется он Explorer of the Seas. Ура, 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 ура! Ура, ура! Мы уже на корабле. Вы все знаете, какая трагедия там произошла. Там опять идут тучи. О, дождь начинается. Вот как одеты европейцы и как одета я. Дождь прошел, выглянуло солнце, и совсем по-другому все стало. Все снимать надо, я говорю своему оператору. Ну что ж, спасибо большое этому замечательному отелю сети Ibis Music. И мы сейчас отправляемся в порт на Юбере. Yes, yes, yes. Ага. Ага. Royal Caribbean. Красавчик. Подъехали мы в круизный терминал на такси. Здесь все стандартно, очень много людей. Но обслуживающий персонал уже принимает чемоданы. Для того, чтобы все это произошло быстро, нужно скачать предварительно в своем приложении круизном круизные бирки, наклеить на чемодан. И тогда, когда мы уже попадем на корабль, чемоданы, багаж будут стоять у дверей каюты. Очередь была достаточно большая в круизный терминал, но мы ее быстро прошли. Спросили нас о наличии визы американской, мы показали, и вот так вот мы стоим весело. Люди, толпа, да, он там заходит. Попав вовнутрь, мы тоже достаточно быстро уже прошли все формальности, то есть регистрация наших документов, личный досмотр происходил, ну, досмотр личных вещей. И мы вот так вот расположились уже на креслах в ожидании уже непосредственно паспортного контроля. Все это было организовано такими группами. Нам дали табличку, как сейчас помню, под номером 27. Все такие с приподнятым настроением поднимаются на борт корабля. Это круизный лайнер круизной компании Royal Caribbean. Называется... И называется он Explorer of the Seas. Вот. Вот эти вот самые прекрасные минуты входа на корабль. Ура, 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 ура. Мне кажется, где-то здесь наши друзья нас уже поджидают. Сейчас будем... Да. Гань, вот, сними. Мы на 4-й, видишь? Мы находимся сейчас на 4-й палубе, а наша каюта на 7-м, да? Но она будет готова в 2:30, нам сказали, поэтому уже сейчас можно пользоваться всеми барами, ресторанами, всем, чем можно на корабле, но в каюту мы сможем зайти только в 2:30.
А, ну там казино, Гань. Этот корабль, он достаточно старый по меркам кораблестроения. Ему уже, по-моему, около 20 лет. Вот. Но корабли, лайнеры компании Royal Caribbean, они все очень достойные, очень такие высокотехнологичные. Ну, построены они, в принципе, по одному принципу. Вот здесь такая прогулочная зона. Блин, собачка, смотрите, на корабле. Ничего себе. Так, ищем своих друзей. Ищем, ищем, ищем. Они где-то должны быть где-то здесь. А может быть и не здесь, да? Hello. Первый день всегда такой суматошный, пока мы придем в себя, пока мы поймем, где что здесь располагается. А потом нам еще 12 дней плыть на этом корабле. Поэтому мы уже так его узнаем, что будем знатоками. Подошли к своей каюте. Здесь уже наша карточка, она же ключ, она же паспорт, она же все здесь. Вот. Каюту мы покажем чуть позже. Да, вот. А сейчас пока мы скинем свои тяжелые рюкзаки и пойдем искать друзей. Ура, ура! Мы уже на корабле. Посмотрите, кто здесь у нас. Вот они уже здесь. Красивый, да, Гань, корабль? Видел он такой? Такой классный вообще. Norwegian Viva надо Вообще. Ага. Она одеться пошла, наверное. Вот как бывает на корабле, когда меняется маршрут из-за каких-то стихийных бедствий. Сегодня у нас должна была быть Барселона, Валенсия. Да. Но вы все знаете, какая трагедия там произошла. Наш лайнер поменял маршрут, и мы пришли в порт Картахена. 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 Ага. Вот.
поэтому немножко все меняется. Мы сейчас поснимаем в этом порту. Что очень хорошо, то что порт прям в центре города находится, никуда ехать не надо. Это наш корабль, Транзасис. Он старенький, сразу говорю. Почему он ходит на трансатлантике? Ну, видимо, вот такая у него, такие маршруты направили его. Вот, получается, летом он ходит по Европе, а зимой отправляется в Америку. И вот такой перегонный круиз получается. С Барселоны мы плывем в Майами. Первая остановка сегодня вместо Валенсии. Пойдемте смотреть. Когда мы подплывали к порту, ну, так, были небольшие тучки, но вот сейчас прям прошел мощный такой ливень с громом, с молниями. И вот смотрите, там опять идут тучи. Сейчас добежим, вот там впереди видим, есть ну, прогулочная такая зона, набережная. Возможно, там магазины, чтобы, если что, прятаться от дождя. О, дождь начинается. Вообще мы взяли все вещи теплые. Все-таки мы в теплых странах находимся. В Атлантику плывем. Получается, мы сейчас в той одежде, в которой мы из Алматы вылетали. В теплых пуховиках. Это что такое вообще? Мои дорогие подписчики, тут такой ливень страшный, но я не могла оставить вас без видео из города Картахена, потому что, ну, да, это портовый город такой, но круизные лайнеры не прям часто сюда, насколько я знаю, заходят. Вот здесь мы в центре, посмотрим сейчас, поснимаем. Исторических фактов ничего не знаем, потому что не готовились. Вот, ну, посмотрим сейчас. Вот как одеты европейцы и как одета я. Пуховик, шарф, сверху еще какой-то дождевик. Ноги промокли. Вот. Смотри, как красиво. Ага. Вот и зонтики продаются, да? Мы просто заходим в такие магазинчики, чтобы скрыться от дождя. Походу посмотрим, что есть. Вот такие бумеранги. Вообще вид у нас, наверное, да? Надели на себя все, что можно, а все равно мокрые. Такая красотища.
Ну, конечно, надо. Все снимать надо, я говорю своему оператору. А вы, мои дорогие подписчики, сами решите, что интересно, что нет. Но думаю, что заглянуть в Картахену, в такой город, это достаточно интересно. Вот цены, обратите внимание, почти 5 евро сувенирчик. Кепочки. Ага, хорошие кепки. А что они? 16? 19 евро. Ага. Пойдем украшения посмотрим. Продавцам этой лавочки очень повезло. Целый круизный лайнер мимо не может пройти, потому что от дождя спасаются. Ну, набор, да, как обычно в таком туристическом городке. Возможно, если бы было солнце и тепло, ну, вернее, сейчас тепло, где-то 18 градусов. Какая красивая мостовая, посмотри, вымощена. Какая плитка интересная. В основном сувениры, да, здесь. Сувениры. Ну, магнитики уже покупать мы не будем. Да? Ага. Thank you. Смотришь на окружающих людей, да, и как-то меняешь свое настроение, потому что непогода, она не должна влиять на настроение. Мы находимся в Испании, в таком городе, в который бы, ну, навряд ли мы приехали специально, прилетели, допустим. А тут с нашим лайнером мы зашли сюда. Картахена – это живописный город на юго-востоке Испании, расположенный на побережье Средиземного моря в автономном сообществе Мурсия. С более чем 200-тысячелетней историей Картахена представляет собой уникальное сочетание древнеримского наследия, архитектурных сокровищ и современной испанской культуры. Это идеальное место для тех, кто хочет погрузиться в историю, насладиться морем и открыть для себя одну из самых захватывающих культурных жемчужин Испании. Основанная карфагенянами в 227 году до нашей эры под именем Кварт-Хадашт, Картахена на протяжении веков играла важную роль как стратегический порт и культурный центр. В
Впоследствии она была завоевана римлянами, которые сделали город важной частью своей империи. Именно в этот период Картахена стала одним из ведущих экономических и военных центров Римской Испании. На протяжении своей богатой истории город был домом для финикийцев, карфагенян, римлян, вестготов и мавров, каждый из которых оставил свой след в культурной и архитектурной ткани Картахены. В средние века и позже город сохранил свою стратегическую важность благодаря своему глубоководному порту, который используется и по сей день. Сегодня Картахена является оживленным портом и популярным туристическим направлением, привлекающим путешественников своим богатым наследием и современным обаянием. Картахена не только город с богатой историей, но и место, где можно насладиться прекрасными пляжами. На побережье Коста-Калида, к которому относится Картахена, находятся чистые пляжи с теплым Средиземным морем. Что касаемо кто на корабле. Вчера мы поговорили с нашим официантом, который нас на ужине обслуживал. Украинец парень. Он сказал, что корабль вообще рассчитан на 4000 пассажиров, но вчера была загрузка 3000 пассажиров, 1200 обслуживающий персонал. Вот. И он тоже так, мы говорим, как нам с погодой повезет, он сказал, он так как-то усмехнулся, и мы поняли, что с погодой нам, не знаю, завтра у нас Малага, вообще такой солнечный южный город, а что будет, посмотрим. Но тепло, мне в пуховике нашем алматинском, мне в нем жарко, я иду уже, не знаю, что делать, просто гуляем. И все здесь гуляют с корабля люди. Не скажу, что часто, но так бывает, что маршрут круизного лайнера меняется из-за непогоды. Ну, бывает такое, что меняют маршрут. Это все в целях безопасности для тех, кто круизит, да. Бывает, что вообще не заходят в какие-то порты, меняют маршруты. Но нам, в принципе, повезло, что мы не зашли в Валенсию, но зашли в другой город. Это, конечно, очень хорошо. В принципе, капитан корабля мог поменять вообще маршрут и не заходить. Мы могли идти где-то вот, да, в Балиарском море. Поэтому благодарим, что вот так вот произошло. Но дождь был очень сильный, очень. Прям вот стеной, сплошняком, молнии. Вот сейчас какое-то такое затишье мгновенное, да, хоть есть возможность пройтись. Вот. Поймала себя на мысли, что я никогда не видела европейских городов осенью, когда идет дождь. Мы всегда или летом в жару страшную приезжали, да, и не приезжали никогда осенью. И не были еще в рождественское время. В марте были, да, в марте весной мы были. Ну вот, сейчас тоже такой у нас опыт.
Ой, не надо меня снимать. Что-то я слишком тепло одета. Мне жарко. Сегодня воскресенье, многие магазины закрыты, заведения многие закрыты. В общем, загуглили мы, думаем, ну надо же до какой-то достопримечательности дойти. И вот эта вот площадь Испании местная. Ну, там впереди, да, там красиво, но я думаю, мы туда не пойдем, потому что сейчас может прям начаться опять дождь сильный, и мы, наверное, лучше будем двигаться в сторону корабля. Впереди, вот посмотрите, там фонтанчик и всякое такое. Смотрите, какое дерево огромное. Оно огорожено. Подойти поближе не сможем. Уверена, какие-то легенды с ним связаны. Да, может быть, кто-то знает, напишите. Мощное. А вот. Очень-очень огромное. Оно вообще сколько метров занимает, да? И с этой стороны тоже такое. Дождь прошел, выглянуло солнце, и совсем по-другому все стало вокруг. Красота. Беру свои слова обратно. Все прекрасно. Тучи рассеялись, дождь прошел, жара, голубое небо, солнце светит, корабль за спиной наш, красавчик, и Картахена прекрасно. А то сначала, когда мы вышли в проливной дождь и в такую непогоду, там показался какой-то унылый, скучный городишко, а оказывается, все здесь красиво. Вот. И мы гуляем по нашей набережной, типичная такая набережная европейского города. Люди с наслаждением сидят на лавочках, наслаждаются красотами такими окружающими. И обратите еще раз внимание на наш лайнер. Это корабль называется Explorer of the Seas компании Royal Caribbean. Он достаточно старенький, но еще крепенький. Не такой высокотехнологичный, как вот сейчас последние корабли, там Icon of the Seas, но тоже все хорошо, все на нем так удобно. Даже не хотим заходить на лайнер, хотя время уже... хотя время у нас еще есть. Там было написано, что в 5:30 надо быть на борту, сейчас 3:30. Еще 2 часа есть, погуляем, подышим свежим воздухом. Вот. Пока погода же хорошая. Завтра у нас Малага. Посмотрим, что будет в Малаге. Вот. Ну, вот посмотрите вокруг и насладитесь этой атмосферой.
такого тихого портового города. Он старинный достаточно. Мы почитали про него историю. Здесь такие старинные укрепления со средних веков, которые в ЮНЕСКО признаны такими достопримечательностями. Вот. Ждите новых видео на моем канале. Вы что, с ним знакомы, что ли? А мы с Яней подумали в бордель. Ёлки-палки. Ой, какое монументальное, да? Ёлки. Ой, эти баблин. Ёлки. Он такой старинный, всякие. Угу. Бандерас и Мелани Грин.